Всем привет! Как вы уже знаете, 17 ноября стартует новая версия World of Warcraft сезон мастерства с весьма значительными изменениями, повлияющими на определенные классы. Каждый класс получает как преимущество в виде свободы действия относительно дебафов. 16-слотовый лимит дебафов в новой версии классики отменен, и ничто не ограничит полноценное нанесение урона для каждого конкретного класса. Так и в то же время у каждого класса появляются недостатки по причине отсутствия world бафов и более слабой экипировки, из-за быстрой смены фаз. Скорость смены фаз увеличена вдвое, что не позволит нам в каждой фазе успевать собрать полностью текущие сеты и выбить необходимые бисшмотки. Давайте рассмотрим каждый класс в отдельности и выясним, какие из них наиболее приспособлены под свежую версию классики и как изменения повлияют на каждого. Возможно, это видео поможет кому-то с выбором класса для игры в сезон мастерства. Но сначала я хочу вам сказать, что если у вас будет постоянная нехватка золота, исправить ситуацию поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные и проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду Vanilla10, ссылка в описании. Итак, начнем с охотника. На него изменения повлияют значительнее, чем на кого-либо. Хант – это класс, который меньше всего получал преимущество за счет world бафов, и их отсутствие в рейдах только выгодно поставит охотника относительно других классов. В условиях дефицита шмота он опять же в наиболее выгодном положении, поскольку конкуренция на вещи у него минимальна. Охотнику легче всего набирать хиткап, и я сейчас вспоминаю первую фазу классики 2019, могу вам сказать, что в неодетом рейде ханты были способны выдавать хороший ДПС. И такое условное лидерство продолжалось до того момента, пока все остальные классы не одевались и не начинали его теснить с верхних строчек хит-парада. Да, его существенный недостаток в том, что его статы очень плохо скалируются на урон. В отличие от тех же варов, которые на старте так себе, но по мере одевания способны разгонять ДПС до заоблачных вершин. Поэтому все изменения сезона мастерства идут ему только на пользу. Но для тех, кто решил выбрать для себя этот класс, нужно знать, что часто ему будут поручать довольно ответственные роли, с которыми вы должны максимально хорошо справляться. Как правило, ханты занимаются выпалом сложных паков, помогая танкам со старта боя. У многих боссов классики есть бешенство, которое также нужно оперативно снимать. Ханту часто поручают кайт какого-нибудь сложного моба в условиях нехватки танков, или когда танкование невозможно. И кроме того, значительная часть боссов классики имеет бешенство, которое никто кроме ханта снять не может, а значит 100% является незаменимым классом в рейде. Говоря о выполнении хардкор-челленджа, охотник благодаря способности ложной смерти идеально подходит для подобного вида прокачки, так как всегда сможет выйти из сложной ситуации. Как видите, все для ханта складывается только в лучшем виде, и он является отличным выбором для WoW Classic сезон мастерства. Чернокнижник. Отсутствие лимита дебафов позволяет Локу раскрыться куда более шире, это факт. Хотя и раньше у него не было особых проблем с дебафами, проклятия Лока очень сильные не только для него, но и для всех остальных классов. Но конкретно в новой классике ему будет позволено вешать агонию, порчу и даже вытягивание жизни. Кроме того, по причине того, что милики теряют свое преимущество из-за отсутствия world бафов, в сезоне мастерства практически все кастеры по эффективности немножечко так двигаются вперед, и варлок в том числе. Чернокнижник отличный класс для затяжных боев, поскольку не ограничен в мане и может при необходимости ее восполнить. Видя, каким стал Molten Core, я могу с уверенностью сказать, что большое количество локов значительно облегчит его прохождение из-за своей способности банить элементалей, коих будет дофига, в том числе и финальный босс. Скипнуть погружение Рагнарос уже не получится. Я слышал, что на 50% он погружается в любом случае. Получается, что бой с сынами будет просто неизбежен. И баны варлоков будут кстати. Стартовый ПВЕ Т1 сет для лока полезен разве что только для ПВП. И насколько я знаю, локи для эффективного нанесения урона собирают свой набор вещей. Преимущественно на СПД. Добывая его в пятерках и одевая крафт. Что в условиях дефицита экипировки тоже будет очень удобно. Сам варлок достаточно легок в прокачке, благодаря наличию пета, и также довольно неплох для выполнения хардкор-челленджа. И вот еще момент. Насколько вы знаете, прокачка в сезоне мастерства будет немножко ускорена. Но вот в плане баланса экономики я ничего такого не заметил. Поэтому я прихожу к выводу, что во время прокачки практически все классы будут сливать свои накопления на изучение скиллов. И не факт, что к 40 уровню будут иметь необходимую сумму для покупки маунта, тогда как у варлока и паладина эта проблема отсутствует. Паладин. Несмотря на то, что многие просили у Blizzard перебалансировать классы, они этого не сделали.
И с моей точки зрения это правильно. Классика — это классика, со всеми ее недостатками и особенностями. Лезть в баланс класса, чтобы угодить небольшому проценту игроков, которые по какой-то неведомой причине хотят играть на нестандартных для ваниловых классах, я не знаю, не вижу в этом смысла. Это приведет к еще большим проблемам, поскольку вы не можете знать, к чему приведет изменение билда, к примеру, ретрика. Blizzard неспроста забрали у паладина часть его способностей для нанесения урона и сделали его в классике таким, какой он есть. Нужно просто смириться, что паладин — это хил, только хил и ничего кроме хила. Холли — это его самая сильная сторона. Сознательно выбирая другой билд, вы играете на порезанном в эффективности классе, не используя его потенциал на все 100%. В самом деле, если хочется наносить урон в PvE, то почему не выбрать DD класс, идеально для этой роли подходящий. Так же, как и роль танкования. Есть воин, он идеальный танк, зачем от этого отказываться и брать себе набор проблем? В том числе и в PvP. Холли паладин по своей эффективности в бою будет намного лучше ретрика. Просто примите это как факт. Я по этой причине не хочу рассматривать эти билды, а сосредоточусь именно на Холлике. Его эффективность возросла по причине того, что в затяжных боях, коими будут изобиловать сезон мастерства, паладин как хил выгоден благодаря своему отличному моносейву. Так же, как и в случае Варлока, его достаточно хорошо можно одеть не в рейдовых подземельях. В том числе на Пала Шмот довольно низкая конкуренция. Ворлд-баффы хилов апали, не сказать, чтобы уж очень, так что их отсутствие хилящие классы почти не заметят, там они чуть-чуть крита теряют. Повышенная живучесть и самые мощные сейвы делают паладина также хорошим классом для выполнения хардкор-челленджа. На прокачке паладин медленный, его урон относительно других классов слабый, поэтому увеличение опыта за выполнение именно квестов в сезоне мастерства идет паладину только в плюс. И халявный маунт даст вам преимущество на первых порах. Воин. Мой любимый воин. Больше всех пострадал от отсутствия ворлд-баффов. Апали они его нереально. И сезон мастерства определенно не самый лучший его период. Но, тем не менее, нет, как говорится, худа без добра. Несмотря на то, что мы теряем в эффективности в отсутствии бафов, мы приобретаем преимущество за счет отсутствия лимита дебафов, что позволяет Вару давать немного больше ДПС за счет блидов. А также в ротации, возможно, появится рент, коих раньше воинам вешать запрещали. Конечно, в МК это не будет сильно заметно, поскольку в огненных недрах в основном преобладают элементали, иммунные к ранениям, но тем не менее. Впоследствии это скажется, что возможно приведет к популярности воинов с двуручками. Отсутствие бафов и дефицита шмотов в PvE может вернуть актуальность такому билду, как Deep Rot. Он был довольно популярен в первой фазе, поскольку в неодетом рейде не было проблемы срыва агро, и Deep Rot вполне с этим справлялся. Фури-проты же появились на момент получения хорошей экипировки. До этого от них пользы практически не было. Скорее всего, на более поздних этапах игры фури-проты вернутся опять. Произойдет это не так скоро, как это было на классике 2019. У меня на канале, кстати, огромное количество материалов по Дип-проту. Не думал, что они могут когда-то пригодиться, но как говорится, время опять пришло. Что касается Фурика, то он по-прежнему будет являться самым эффективным ДПСером по причине сложных затяжных боев. В то время, когда кастеры будут высыхать по мане, Вар сможет давать и дальше стабильный ДПС. Единственный недостаток Вара — это его зависимость от шмота. Конкуренция на экипировку будет большая, а на хорошие пушки претендуют и разбойники, и даже свой роток иногда ханты открывают, не говоря уже о том, что самих воинов в рейде будет дофига. Несмотря на довольно популярный миф о тяжелой прокачке воина, качать Вара довольно легко, если не лезть на красных мобов и более осторожно выбирать место гринда. А имея бонус к опыту в сезоне мастерства, будете не сильно страдать от отсутствия доступных квестов. По мере одевания и развития персонажа воин получает хороший потенциал и по сложности не сильно отличается от других классов. Минус в прокачке — это плохая мобильность и уязвимость к контролям. Также им приходится постоянно терять время и расходку на перебинтовку и отжор. Выполнять хардкор-челлендж за Вар будет очень тяжелой задачей, доступной по силам немногим. Тем, как говорится, интересней. Шаман. Поскольку основная роль в PvE у шамана, как и у паладина, это хил, то с отсутствием world бафов, он потеряет, конечно, но не сильно. Шаман, на мой взгляд, является самым востребованным классом из всех существующих. Это факт. Хорошего шамана любая гильдия оторвет просто с руками. И выбирая этот класс, вы можете максимально быть уверены, что всегда найдете себе место и в рейде, и даже в PvP статике. В классике шаманы давали свое усиление не на весь рейд, а только на свою пачку. Тем самым в рейд требовались в довольно большом количестве.
ДД-спеки шаманов в ПВЕ не играбельны, поэтому если вы планируете сделать себе Энха или Элима, забудьте про эту безумную идею. Но тем не менее, это не помешает попутно одевать эти билды и выходить файниться на БГ, поскольку именно в ПВП Элим Шама раскрывается как нельзя лучше. Опытный шаман за счет своего неадекватного урона способен переломить ход сражений, и, как правило, рандомчики орды за счет эльмов и тащат. Прист. Да, основная роль пристов — это хил. Можно сказать, что этот класс под это и создавался. У него даже 2 ветки под это заточены. Но тем не менее ШП тоже актуален. Долгое время ШП был непопулярным билдом по причине его очень высокой манозависимости. В классике 2019 он обрел довольно неплохой потенциал. Бои были быстрыми, сливаться по мане ШП не успевал, и все у него было хорошо. Я довольно часто видел Shadow Приста в статиках, никто ему не говорил, что он занимается херней, требовали рероллинса в хила. Однако, в сезоне мастерства может оказаться по-другому. То, что ШП не будет вывозить длинные бои, это факт. Полбоя стрелять в андо — это не то, чего вы ожидали от этого класса. Однако все же ШП будут актуальны. Учитывая отсутствие лимита дебафов на цели, ШП будет просто необходим, чтобы дополнить потенциал варлоков. Хотя это будет не всегда обязательно. В условиях, когда с ДПС классами будет полная комплектация, Прист может исполнять роль хила, взяв лишь талант плетения тьмы в шадоу ветке для наложения дебафа, но больше от него не требуется. Он по-прежнему будет повышать урон варлокам, и не отходите от своих обязанностей хиллера. Прокачка за Приста несложная, довольно нудная. Пока вы не получите шадоу форму, большая часть времени придется орудовать вандой. Но тем не менее, за счет сильных хиллерских способностей у Приста довольно хорошая живучесть, и выполнять хардкор челлендж за него будет несложно. Получив же повышенный опыт за квесты в сезоне мастерства, прокачка за Приста стала немного комфортнее. Выбирая фракцию Альянс, не забудьте про правильную расу. Да, визуалка — это, конечно, хорошо, приятно играть с симпатичной эльфиечкой, но нужно понимать, что Фервар, Дварфа — это все, что у Альянса есть от Фера. В отличие от Орды, где есть и андеды, и шаманы, Альянсу тяжело этому контролю противодействовать. Побывав на некоторых боссах на бета-тесте, я убедился, как не хватает ферварда на некоторых энкаунтерах, так что примите это к сведению. Маги. Магов изменение сезона мастерства затронуло основательно. Во-первых, это больше не самые лучшие бустеры, и водить чувачков в Марадон и Зульгуруп они больше не смогут. Не скажу, что это прям потеря потерь, поскольку в ваниле бустингом занимались единицы. Да, это был самый эффективный способ фарма голды, и практически все РМТшеры на нем сидели. Но не каждый умел исполнять его правильно. Для того, чтобы запуливать большие пачки мобов и эффективно их убивать, нужен был опыт и сноровка. Однако большая доходность этого способа заставляла игроков ему обучаться. Тем не менее, жалобы игроков на бустеров сподвигли близов этот способ выпилить. Сделали они это достаточно просто, ограничив время контроля на некоторых мобах, которые спустя 30 секунд получали иммун к контролю, и заливать под замедлением Blizzard огромные пачки стало просто невозможно. Мне теперь даже интересно, какую замену этому способу найдут фармеры в сезон мастерства. Возможно, даже цены на голду вырастут. Хотя это все будет зависеть от популярности новой классики. Тем не менее, не все, кто играет за магов, фармеры и бустеры. Как изменение сезона мастерства скажется на обычных игроках, играющих за магов? На самом деле, маги по-прежнему могут прокачиваться АОЕ фармом. В этом варианте нет никаких минусов. Хоть близы и апнули количество опыта за квесты, все равно львиная доля опыта получается на гринде. А опыт за гринд остался таким, как и был. Даже получая большое количество опыта за выполнение задания, вы все равно теряете много времени на перебежки от квест-гивера до места выполнения задания. Добавьте к этому большой разброс квестов по миру, и придите к выводу, что спокойная, размеренная прокачка гриндом как нельзя лучше. А кто, если не маг, в этом хорош? Я уверен, какой-нибудь Джокер Ди на своей магии снова возьмет World First и докажет мои слова. Что же касается ПВЕ, как я и говорил, кастеры стали ближе по ТПС к миликам за счет отсутствия ворлдбафов. Да, кастеры тоже потеряли значительное количество крита, но эта потеря не такая большая, как у миликов. Поэтому вполне возможно, на более поздних этапах игры маги способны занять лидирующие позиции в ДПС гонке. Разбойники. У Рок такие же проблемы, что и у воинов. Отсутствие бафов значительно подкосит их ДПС. Но они по-прежнему хороши. Стабильный ДПС, химия и, возможно, яды сделают свое дело. Мне еще пока не ясно, в пользу чего сделают выборы разбойники, но мне кажется, при отсутствии лимита дебафов на роговских ножичках появится смертельный яд, который вешает стакающуюся дотку. Также станут актуальны хемо-билды, повышающие мили урон, и, возможно, на какой-то момент станет популярна рапча. Но это, как говорится, не точно. Опытные разбойники можете написать в комментариях, как вы считаете, есть ли что-то для вас полезное в отсутствии лимита дебафов на цели, или это все останется как прежде.
Разбойники на первых порах очень хороши. При относительно слабой экипировке рейда они могут без проблем занимать топ ДПС. Связано это с тем, что у Рок имеется свой хит и мастерство в талантах, тогда как варам нужно еще найти вещи с такими статами. В условиях дефицита шмота эти преимущества будут очень кстати. Вот как сейчас помню, в первой фазе 2019 нереально выделялись комбат-даггерщики, обгонявшие по ДПС так процентов на 340. Минусы, конечно, у разбойников тоже есть. В рамках борьбы с бытоводством понерфлен локпикинг, убив способ фарма за рогу в БРД. Хотя я не понимаю, почему Blizzard ввели этот нерф на классику. Ну да, в Burning Crusade это было актуально, потому что там есть буст до 58-го. И чтобы получить хоть какой-то профит с бытоводства, надо было этих рог создать с десяток, при максимальном риске быть забаненным. В классике ни один сумасшедший не будет качать рогу до 58-го, чтобы фармить карманы в БРД ботом. Но, скорее всего, это изменение комплексное, затронувшее и БК, и ванилу с компанию. И, наконец, друид. Друид, как и паладин и шаман, пришел в этот мир хилом, и всяческие попытки сделать из него что-то другое вызывают более дискомфорт. Да, есть актуальность ферали танка, тут как бы все в порядке, но вот с совой и котом все сложно. На протяжении всей истории ванилы то и дело возникали фанаты этого класса, пытающиеся носить ДПС за кота. Ну, кому-то это удавалось, но связано это больше с таким большим трудом, что игроки, не понимающие, как играть за фералы в классике, лучше и не начинайте, чтобы потом не разочаровываться. Тем не менее, для фералов появилась возможность не намного, но все же увеличить свой ДПС за счет блидов. Отсутствие лимита дебафов дает котам развернуться, но я не уверен, что это прям будет существенный плюс. С совами такая же история. За счет большой стоимости спилов сова не способна на продолжительные бои. Даже с иннером, который, кстати, тоже не позволит кидать на себя. Добавьте к этому еще огромную генерацию трита и придите к выводу, что это не то, о чем вы мечтали. Сова это больше фан-спек, но играть им посерьезки в классике такое. А сезон мастерства для них никаких плюсов не дал, только минусы. Что же касается хила, то для рестеров, возможно, настанет время для освоения нового моносейвового вида хила. Не спам регроссов под прок Nature Grace, а спокойный, размеренный хил 4-м рангом хилтача, чтобы хотя бы к половине боя уже не слиться по мане. Да, как это раньше делали рестеры в 2005-м. Прокачка за друида комфортная. Наличие различных форм и стелса делает друида неплохим кандидатом на выполнение хардкор-челленджа, даже на PvP сервере. Ну, спасибо, что досмотрели это видео до конца, поддержали его лайком, если что-то забыл, добавьте ваши замечания в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить актуальной информации, и до встречи!